Все это связано с тем, что мировоззрение мужчин и женщин разное. Дело в том, что женщина, она должна задать себе вопрос. Он звучит так. Для чего ей нужно быть красивой? Для чего нужна женщине грудь? Для чего нужна женщине попа? То есть, по идее, женщина рассматривает себя с позиции, что она должна быть красивой. Можно так говорить? Но тогда скажите, зачем женщине быть красивой перед мужчиной? Для того, чтобы у мужчины вызвать желание. Можно ли так сказать? То есть, мужчина, который смотрит на женщину, что его притягивает? Скажите, его притягивает желание обзавестись семьей или ему все-таки больше нравится грудь? Нет, давайте я это еще раз скажу. Он, когда видит женщину, у него появляется желание видеть в ней женщину, с которой он хочет дальше связать свою семью. Либо он видит в ней грудь или попу, или сексуальный объект. Скажите, что больше или к чему вы больше склонны? Видя красивую женщину, он видит к ней, видя красивую женщину, мужчина думает о ней как об объекте сексуального притяжения или видит все-таки в этой женщине будущую мать своих детей? Скажите, вы уже разбираетесь в мужчинах? Скажите мне, что он видит? Давайте я как мужчина скажу. Мужчина всегда видит женщину исключительно как объект желания. Это особенность жизни. И даже если женщина будет отрицать и говорить, нет, она объект желания, не должен на это обращать внимание, тогда женщина должна стать лысой, после этого убрать куда-то, затянуть грудь, убрать куда-то бедра, я не знаю, стать мальчиком, там, вырастить на себе волосы. То есть она должна стать неинтересной в глазах мужчин. То есть можно ли объяснить, зачем женщине быть красивой? Зачем женщины тратят такое большое количество денег на то, чтобы выглядеть красиво? Зачем? Чтобы мужчина что видел в ней? Красоту или желание видеть в ней будущую мать для будущих детей? Скажите, он видит жену, а это что такое? То есть он видит женщину, которой он должен отдавать деньги, на которой он должен работать с утра до ночи, которую он хочет в дальнейшем посадить себе на шею, допустим. Он это в ней должен видеть или нет? Давайте я скажу, пусть это останется тайной. Потому что, скорее всего, он это точно не видит в самом начале. Почему? Глаза затмевает женская красота. А что видят женщины, когда они смотрят на мужчин? Давайте я вам расскажу это. А вот женщина смотрит в мужчине объект, который в дальнейшем должен стать отцом для ее детей. То есть она видит человека, который должен стать мужем, должен стать отцом для детей. То есть она видит именно это, вы представляете? А ведь если она видит в нем мужа будущего, то он видит в ней исключительно объект для сексуального желания. Вы представляете, как у Бога это? Получается, два корабля плывут в двух абсолютно разных направлениях. Скажите, когда вот есть, допустим, штепсель, и там три вилка, допустим, и там три деления, да, это, допустим, мужчина. А есть розетка, и там два деления, это женщина. То есть женщина видит в мужчине будущего мужа, а мужчина видит в женщине объект для желания. Скажите, они могут соединиться между собой? Вопрос, как это возможно? Тогда для того, чтобы мужчина захотел соединиться с женщиной, он должен видеть в ней в самом начале будущую женщину, он должен искать женщину, которую хочет посадить себе на плечи, или которая хочет подчиняться, или которая должна стать матерью для его будущих детей. Но такого уже у мужчин не бывает. Их предварительно нужно воспитывать с самого детства, чтобы у них такие идеи появились. Они не могут к этому дойти, у них не хватает, может быть, где-то внутренней силы или внутренних чувств. Вы представляете? Из-за чего? Потому что очень много получается элементов влияния. Женская красота, женская сексуальность, женская особенности женщин. Понимаете? Он, когда на это все обращает внимание, то уже энергии не хватает на то, чтобы расценивать ее как будущую женщину или будущую мать. Тогда кому легче измениться, мужчине или женщине? Тогда ответ звучит так: женщине легче измениться. И тут такая вот идея, оказывается, если мужчина не может жениться, то он должен выбрать женщину, рассматривая в ней объект для создания семьи, или тот объект, который в дальнейшем может создать для него семью. То есть он не должен рассматривать в женщине объект желания, или не должен рассматривать женщину как объект желания, а должен рассматривать женщину как исключительно объект для создания семьи.
Вы представляете, если он ее так рассматривает, то в дальнейшем у него тут же появляется женщина, с которой он будет жить постоянно. То есть он будет принципиально это искать. Но я хочу вам открыть глаза. Мужчины этого не ищут. Какие? Любые. Никакие не ищут. Все ищут только с самого детства. Только родился, только где-то зашевелилось, и все. Он рассматривает женщин как объект желания. Все. По-другому не бывает. Естественно, почему так происходит, я объяснил. Потому что женщины красивые. Если бы они не были красивые, то тогда, возможно, их можно было рассматривать по-другому. Зная это, даже в некоторых мусульманских странах прячут женщину от мужчины, чтобы он ее как объект сексуального желания не рассматривал, а рассматривал целиком как объект постоянства или выбора себе жены. Понимаете, вот почему в свое время в странах ислама одели нам женщин паранджу. Объясняет это, почему они в паранже? Объясняет. Если у них возможность в дальнейшем, если бы не было социума, который повлиял на них с позиции сексуальности, то есть они начали показывать других женщин, показывать короткие юбки, красивые ноги, там, женщин с ровными ногами, женщин с красивыми губами, там, с красивыми глазами, женщин с грудью и так далее, то у них появились идеи, ну надо же, это ж мы что попало можем выбрать под паранджой. И у них начали появляться проблемы с этим. Но если бы у них не было влияния социума и не было бы влияния извне, то они бы, скорее всего, так бы и жили, выбирая в нужное время себе нужную женщину в паранже, и дальше бы с ней жили достаточно хорошо, не видя остальных конкурентов. Но мы живем совершенно в другом мире, и возможность изменить женщин для мужчин или убрать эту сексуальность, у нас такой возможности на сегодняшний день нет. Наверное, вы теперь понимаете, почему взрослое население в таких странах, как Пакистан, Иран, Сирия, там, Афганистан, даже где-то в странах Арабских Эмиратах и Египта плохо относятся к русским женщинам, которые приходят в ресторан с оголенными ногами, там, с красивой грудью, хорошо выглядящими. Почему? Потому что у мужчины появляется то, что не должно появиться. Он рассматривает после этого женщину с позиции желания, не понимая, что ему нужно ее рассматривать с позиции создания семьи. А это основа ислама, вы представляете? Именно так вот женщины влияют плохо и негативно в странах ислама на местных мужчин, которые бы дожили до своего возраста, купили бы себе нужную женщину и после этого жили бы с ней счастливо, видя в ней прежде всего мать. Как обычно, женщина рассматривает мужчину, видя прежде всего в нем мужчину. Тогда, если в тех странах одели паранджи, то тогда у нас такой возможности, как у женщин, ну, у меня, как у мужчины, нет. Естественно, я могу сказать, что выход только один. Этот выход, он звучит так. Если женщина начинает рассматривать в мужчине, мужчину через приоритет того, что он для нее сексуально интересен, то тогда у нее есть все возможности сделать так, чтобы мужчина в противовес видел в ней как мать для будущей жизни. Вы представляете? Вот такая особенность. А как это нужно сделать? Это нужно сделать следующим образом. Когда женщина встречается с мужчиной, то не думайте, будет он хорошим отцом или плохим. Начинайте говорить, мне нравятся его руки, мне нравятся его волосы или лысина, я не знаю, что там. Мне нравятся его ноги, мне нравится, серьезно, мне нравятся его плечи, мне нравится, что он вот такой вот сильный может быть. Мне нравится это. Вы представляете, если женщина гипотетически это начнет делать, то тогда она очень быстро, в этот же момент, когда вы будете смотреть на мужчину и говорить, мне нравятся его руки, в его голове будет идти, мне бы хотелось жить с этой женщиной, чтобы она была матерью для моих детей. Представляете, вот так это будет выглядеть. Дело в том, нет, ну этому нужно обучаться. И шанс у женщин, которые рассматривают именно так, мужчин, я хочу сказать, что это не рассматривание на картинках, это рассматривание во время потенциального ежедневного общения. То есть, когда уже придет момент, когда женщина должна жить с мужчиной, то она не должна позволять себе рассматривать мысленно мужчину с позиции, сможет ли он платить там, за мои долги, там, отдаст ли он там, деньги там, и так далее. То есть, с этой позиции она не может рассматривать, она должна изменять восприятие этого мужчины, рассматривая только его вот с такой неприятной позиции.
Естественно, если в этот момент женщина начинает рассматривать мужчину как элемент желания, то у мужчины переворачивается энергия, и он начинает в ней рассматривать потенциально будущую жену. Конец. Вы представляете? Скажите, это отличается от мировоззрения женщин? Давайте я отвечу сам. Конечно. Конечно, потому что для многих мужчин это такое открытие, что можно рассматривать в женщине потенциальную жену для будущего. Для них это открытие. Я когда говорю мужчинам, они говорят: обалдеть, обалдеть. Конечно же, у них сразу же появляются травмы. То есть они говорят: как это? Что вот и все, одну я с ней буду жить и так далее. Говоришь: да, и тогда у тебя будет успешная семья. Рассматривая женщину как потенциально женщину не только для постели, а потенциально будущую женщину, будущую жену, насколько она тебе подходит, какая она хозяйка, я не знаю, какие ты задачи ставишь или возлагаешь на эту женщину. Когда женщина возлагает задачи, то она делает глупости. Почему? Если мужчина рассматривает вас как будущую жену для себя, а вы его как объект для сексуальных, я извиняюсь, утех, это, конечно, смешит. Но когда она так его рассматривает, то тогда у него появляется мотивация и желание в жизни создать для нее или быть для нее успешным. И если она не будет этого терять на протяжении нескольких лет, то у него будет вырастать материальный успех. Как обычно у женщин происходит? Они начинают думать, что вот он недостаточно хороший муж, он не может меня обеспечить, он не может быть предприимчивым человеком и так далее. Нельзя об этом думать. В этот момент думайте исключительно о том, какой он офигенный в постели, или насколько вы его хотите еще и так далее. Если это вы найдете в себе, даже если вам это не нравится, у него будет идти материальный рост. Неважно, если живете, фактически муж. Если женщина начинает ковыряться и говорит, что я там не буду с ним, потому что он не может зарабатывать денег, не выделяет, все остальное, все глупость, так не думайте. Потому что у него сразу же будет не получаться зарабатывать деньги, у него не будет получаться предпринимательские действия, вы в итоге его поломаете и с ним не будете. Поэтому не рассматривайте его с позиции его дохода, рассматривайте его, как Барри Уайт пел в песне «I'm sex machine», он пел, знаете. Но вот женщина должна себя воспринимать в этот момент. Это глупо звучит с позиции взрослого человека или учителя эзотерической школы Кайлас. Рассматривать себя с позиции «я сексуальная машина для вот этого мужчины». Вот я вам говорю это серьезно. Если вы будете так делать, то и мужчина не будет ходить налево, и у вас все будет ходить направо. То есть все будет как положено, понимаете? Это особенности нашей жизни. Если это принять, но никому не рассказывать, это очень изменит вашу судьбу быстро. Обычно женщина говорит: я вообще вам могу даже немножко дальше сказать тайны. Мужчина исключительно счастлив с женщиной до того момента, пока между мужчиной и женщиной есть постель. Не дайте мужчину постели, он будет искать кого-то на стороне. То есть не дайте, заболейте, там, не захотите. Женщина обиделась, говорит: все, постели не будет. Он не понимает, почему этого не происходит, потому что это единственное, ради чего он с ней живет. Для вас, наверное, это открытие. Во многом для того, чтобы мужчина понял, что женщина – это его, как она называется, сейчас я вспомню, муза. Женщина его муза, это специально так делают. Женщина его муза или женщина – это его вдохновление. Женщина – это его высокая духовность. Но для того, чтобы он понял, у него должно быть все, что его тревожило до этого, должно быть заполнено, исключительно заполнено. Мужчина должен быть настолько удовлетворенным, чтобы не иметь возможности и желания искать где-то что-то еще. Вот так. А уже когда мужчина абсолютно удовлетворен и ищет, и вы это обнаружили, тогда не живите с таким мужчиной. Объясню почему. Такой мужчина, скорее всего, имеет родовое проклятие, которое проявляется в том, что мужчина удовлетворенный начинает искать кого-то на стороне. Обычно в случае, если везде есть «а почему не удовлетворенный?» Потому что женщина не рассматривает его как вопрос, как элемент обожания или как элемент сексуального обожания. Вы представляете? Вот так все банально в этом мире. Конечно же,
Когда я с взрослыми женщинами начинаю разговаривать, они говорят, я не могу выйти замуж, помогите мне, там, разорвите мне венец безбрачия и так далее. То я обычно говорю ей, вам нравится вступать в интимную связь с мужчиной? Она говорит, нет, вот если бы этого не было, то все остальное было бы вообще прекрасно. Ну а все остальное что? Это начать жить с этим мужчиной и сделать из него раба, чтобы деньги вовремя сдавал. Зачем мужчине это объяснить? То есть он должен прийти, отдать деньги, он должен прийти, что он должен получить? Суп ему наварите? Так он может в ресторан сходить. Или там одежду постирает, это может сделать стиральная машина. Понимаете? То есть если вот так рассматривать позицию мужчин, то мужчина фактически садит себе на плечи ту женщину, с которой он гипотетически собирается жить. Зачем мужчине тогда женщина? Но мужчина может помочь быть более красивой, может помочь быть более состоявшейся, может помочь детям, которые живут с таким, которые родятся, понимаете? А мужчина, он должен положить себя и ради этого всего жить, но получается как-то не концептуально для мужчины, понимаете? Получается, если он будет жить ради детей и будет жить ради того, что ему готовят еду, и не будет получать всего остального, тогда смысл жизни совместной для мужчины теряется. Это основы распада. Почему или как происходит момент, когда женщина отбивает чужого мужа? Один из элементов влияния звучит так. Она требует, чтобы этот мужчина как можно чаще с ней спал. Вот заставь этого мужчину как можно чаще спать с любовницей, и он 100% уйдет к любовнице. Все, по-другому никак. После этого, если она спит с ним часто, постоянно требует, чтобы он с ней спал, устраивает скандалы не потому, что он денег дает или не дает, а говорит, что вот я с тобой, ты мне не уделяешь внимания, ты со мной не спишь, а я не могу, когда ты со мной не спишь и так далее. У него сразу же грудь идет колесом, я модный, меня женщина обожает и так далее. Но это и называется женской хитростью. В этот момент мужчина готов бросить кого угодно, потому что он с такой женщиной получает больше, чем со своей. В этом особенность. Каким уходят? Уходят к более понятным. Но это слово «сексуальное» в данный момент оно не подходит, знаете, не к сексуальным, а, наверное, к более темпераментным, вот хорошее слово, да. А женщины взрослые там только встретились с кем-то, после этого, вот он мне не смог там заплатить, не смог дать, ну так не за что еще давать, понимаете. Поэтому я его не рассматриваю как мужа. Кто тебе вообще, почему ты решила, что тебя вообще кто-то рассматривает как жену будущую? То есть, когда женщина встретилась, она рассматривает его как будущего мужа. А он ее как будущую жену пока никак не рассматривает. Почему? Ну, до момента, пока она с ним в постели не спала, ее вообще рассматривать никто и никак не будет вообще, в априори даже. Понимаете? В априори. Особенно, если мужчина старше 40 лет. Если мужчина старше 40 лет и с ним женщина встречается и не ложит его в постель, то тогда на третий раз он просто не придет к ней навстречу. Скажет, зачем мне это надо? Я ее ради этого ищу. Она такая красивая, к чему эта красота тогда? Зачем эта красота, если я не могу пользоваться? Понимаете, на этом у мужчин все заканчивается. Поэтому, когда женщина вот там первый, второй, третий, четвертый раз, он после этого зевает, говорит, ну, пожалуй, все, на этом конец. Мне уже не интересно. Все, на этом все закончилось. А если женщина в первый день набросилась, и все, он ее уже воспринимает как будущую свою персональную женщину. Он говорит, о, все, нормально, мне все нравится. И она потом тихонечко, у меня много долгов, у каждого свои проблемы. Так и отвечают? Отлично. У меня опыта нет. А если мужчина не дает женщине постель, тогда что делать? Если это говорит о том, что женщина часто в своем сознании или часто во время разговоров диктует мужчине или говорит мужчине о претензиях. Понимаете? То есть она все время имеет какие-то претензии к нему. А ты не такой, у тебя не так, это все неправильно, ты не так зарабатываешь, а есть другие, а ты не тот и так далее. И вот эти претензии делают женщину в глазах мужчины неинтересной, некрасивой, ненужной, несексуальной и так далее. Понимаете? Зачем ему спать с кем-то, если он уже переспал с мозгами, знаете, своими?